Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня у меня для вас видео снова на лоскутную тему под названием техника йо-йо. Я уже в этой технике делала, вот вы видите кадры, салфетку-снежинку. Я там подробно в этом видео рассказываю, как эти йо-йошки делать, кто не знает, поэтому ссылку оставлю в описании. А сегодня у меня будет небольшое такое вот панно с изображением праздничной елочки. И буду выкладывать я его из вот этих самых деталек, которые называются йо-йо. Вот, значит, для панно я взяла кусок мебельной ткани светло-бежевого такого цвета, вы видите, и буду вот таким образом выкладывать рисунок. И обратите внимание, я еще использую круглые вот эти шарики, это помпоны для творчества. Продаются они, ну, у нас, по крайней мере, в городе, в магазине Office Mag. Я их когда увидела в магазине, у меня вот, знаете, сразу перед глазами вот эта вот картинка встала, что елочка. Вот, и, ну, мне кажется, вот смотрите, получилось вполне даже похоже. Немножко она пузатенькая, какая-то у меня такая округлая. Ну, ничего, я подправлю сейчас немного. Вот. И можно считать, что мой эскиз готов. Вот. Такая у меня получилась елочка. И теперь, прежде чем пришивать, я все вот эти детальки проклею. Слегка вот так вот наклей прихвачу, как бы, чтобы в процессе пришивания, когда я буду крутить, вертеть вот эту вот заготовочку свою туда-сюда, чтобы у меня не нарушился рисунок, чтобы ничего не посваливалось. Вот и все сохранила вот этот вот заданный мною вид елочки. Клеем, все время спрашивают в комментариях, что за клей. Клеем я пользуюсь мастер-клеем из фикс прайса. Стоит он 50 рублей. Конечно, он имеет некоторый запах. Я к нему привыкла. Для меня он не вонючий абсолютно. Но это уже на любителя. Так, что еще? Клей прозрачный, мне нравится, я его использую, можно сказать, везде. Единственное, в тех случаях, где мне нужно очень быстрое, чтобы сразу схватилось, есть еще клей жидкие гвозди, я покупаю, тоже прозрачный. Вот, ну, здесь именно я вот мастер клеем. Вот так вот все прихватила, и теперь можно уже пришивать. Видите, все у меня держится, ничего не сваливается. Спокойненько можно уже крепить как бы капитально. Так, для пришивания я буду использовать мононить. Она тоненькая, она как леска тонкая, как волосочек. Ее абсолютно не видно. Уже можно пришивать, вы знаете, не особо заморачиваясь, да, что где-то там видно будет какой-то стежочек, где-то вылезут какие-то огрехи. Вот, и вот так вот прям протыкая с изнанки на лицо и назад, я буду такими стежками проходить полностью ряд за рядом. Вот. Где-то не только вдоль, где-то поперек, где это требуется. Ну, по ходу уже буду смотреть. Вот. И вот так вот все. И йо-йошки, и помпончики. Помпончик я просто протыкала насквозь и назад, и пришивала. Где-то если большие помпончики, там можно 2 раза как бы крест-накрест тоже пришивать. В общем, все по ходу. Мононить очень тонкая, ее, я же говорю, абсолютно не видно. И все это довольно-таки быстро пришивается. Забыла я вам показать. Вот такая вот у меня мононить фирмы Гамма. Вот видите. И вот такие вот помпоны. Вот. В Office Mag у нас продаются. Может быть, где-то и в других магазинах рукодельных есть. Ну, а я продолжаю дальше пришивать свою елочку. У меня уже дела тут подходят к концу. Вот. Кстати, я хочу сказать, что такую работу можно вместе с детками выполнять.
Будет очень интересно, я думаю, совместно, если эта работа получится. Потому что здесь ничего сложного, что там кружочки нарезал, на ниточку собрал, получился вот такой цветочек, в серединку бусинку. Все пришивали, там приклеили, пришили, кому как нравится, помпончики. И получилось вот такое вот панно новогоднее. Кстати, его можно не только маленьким сделать, но и большим. И будет отличный новогодний декор, например, в квартире или в доме. Вот. И не нужно на следующий год, допустим, тратиться на елку. Достал из шкафчика панно, повесил, все, комната украшена. Я думаю, очень неплохая идея. Не у всех есть, допустим, возможность живую елку купить, а такую, пожалуйста, повесил на стене. Все, елка есть. Ну и такое, как у меня, небольшое панно, оно тоже подойдет для декора. Можно и рабочее место украсить наше, где мы шьем. Вот, и можно и подарить кому-то. Я считаю, прекрасный подарок. Любому человеку пригодится, потому что к Новому году все украшают свои жилища. Вот. Ну а сейчас вот я еще тут бусики добавлю. Ну, уже я клеем тут пользоваться не буду. С бусиками попроще. Пришью тоже сейчас вот разложу, посмотрю, как это все будет выглядеть. Мне нравится. Елочка чудная получилась. Очень красиво. Вот и пришью. Сейчас тоже мононитью. Вы знаете, я на эти вот ёёшки уже давно поглядывала. Хотя вспоминаю, когда-то в родительской квартире у нас висело панно. Моя мама работала воспитателем в детском саду и много тоже поделок делала. И вот я помню, у нас висела картинка, букет цветов в вазе. И вот эти цветы были выполнены в технике йо-йо. Но в то время я как-то не проявляла интереса к таким поделкам, вообще к технике, к шитью. Вот. А сейчас вот пришло время, когда мне это стало очень интересно. И знаете, столько идей в голове. Ведь из этих йо-йо можно очень много красивых вещей делать. Можно сделать, например, джинсовый браслет в этой технике. Можно сделать ободок. Можно сделать украшение, какое-нибудь колье. В общем, идей очень много. Ну, а если о панно говорить, то тут можно любую картину выкладывать вот в этой технике. Поэтому хочется, конечно, много, но рук пока не хватает. Руки только две у меня. Так что в порядке очереди будем реализовывать все мечты. Ну вот, я все пришила, елочка моя готова. Посмотрите, какая она получилась красавица. Вот приглядитесь, как играет ткань на этих ёёшках. Это еще, конечно, от ткани зависит. Посмотрите, какая красота. Бесподобная, чудная елочка получилась. И теперь я ее буду оформлять дальше. Так, для того, чтобы закончить свое панно, я взяла картон. На картон я приклею свою заготовочку с елкой. Вот так. И нижний вот этот вот кусочек ткани, который мебельной ткани тоже у меня. Вот так я потом заверну и тоже на клей посажу. И у меня убью двух зайцев. И заднюю, как бы сторону заднюю с изнанки закрою, чтобы прилично смотрелась. И рамочка у меня будет. Вот. Так, вот таким вот образом смухлюю. Упрощу себе задачу. Вот, сейчас вот хорошенечко промажу клеем вот здесь. Все приклею. И мое панно будет готово. А крепление можно придумать уже кому как нравится. Можно просто с задней стороны вот здесь вот пришить петельку из ниток и все.
И можно повесить будет на стену, на иголочку, так за обои раз, как я обычно и делаю. Вот, потому что это панно временное, оно только на Новый год. Ну, кто желает, может, видите, тут много еще для вашей фантазии. Можете снежок там сделать, рамочку расшить. А вот смотрите, я хочу еще показать вот такой вот шарик елочный из йо-йошек. Тоже элементарно просто сделать. Вот видите, из парчи я эти йо-йошечки наделала. Просто кусок бумаги смяла в такой вот шарик, обмотала нитками и обклеила йо-йошками из парчи. Вообще очень красиво смотрится. Прям рекомендую. И елочка. Ну, мне очень нравится. И необычно, во-первых. Даже если кто-то придет к вам в гости, я уверена, что будут разглядывать ваши поделки. Потому что это очень красиво, необычно. И эти вещи, они теплые, потому что душа ваша вложена. Ну и здесь вот я собрала все свои поделки в кучку, чтобы вам показать, что можно из йо-йошек сделать. Вот посмотрите, какая красота. Вот. Кстати, вот напоминаю, салфетка снежинка, если кому понравилось, ссылку оставлю в описании под видео на тот мастер-класс. Вот. Очень-очень красиво. И удовольствие получаешь, пока делаешь, и красоту потом получаешь для своего интерьера. Вот, а я с вами прощаюсь. На сегодня у меня все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто первый раз на моем канале, подписывайтесь на мой канал. Вот. Желаю всем всего хорошего, всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока. До новых встреч.